Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я хочу поговорить про правила этикета. То есть, что можно делать в России, а что нельзя. Или, скорее, что лучше делать, да? Как правильно действовать или как правильно себя вести в некоторых ситуациях. Давайте начинать. Первое – это приветствие. У меня уже было видео о том, почему не нужно говорить «Привет, как дела?» незнакомым людям. Но сегодня хочу поговорить про другие вещи. Итак, первая вещь – это рукопожатие. Как правило, незнакомым людям мужчины пожимают руку. И делается это именно, как показать, именно вот так вот. Не вот так. Да, есть вот такое рукопожатие, а есть вот такое. Мы пожимаем руку вот так. Вот так пожимают руки обычно только друзьям или знакомым людям, или по желанию. Но стандартное приветствие именно вот такое. Не слишком слабое и не слишком сильное. Девушкам обычно не принято пожимать руку. То есть мужчины, как правило, не пожимают руку девушкам. Однако, если девушка протягивает вам руку, то нужно ее пожать. Конечно, люди есть разные, ситуации бывают разными. Сейчас есть некая тенденция, чтобы пожимать руку девушкам, так же, как и мужчинам, да? Мир меняется. Но вообще традиционно, классически, обычно девушкам не принято жать руку. Главное помнить, что если вы пожимаете руку другому человеку, то обязательно нужно встать или хотя бы поднять заднее место со стула. То есть вот так. Этого будет достаточно. Не обязательно полностью вставать, можно сделать вот так. Но сидеть и пожимать руку считается некультурным. Поцелуй во время приветствия. Поцелуй во время приветствия. Я заметил, что в Аргентине, например, это абсолютно нормальная практика, когда ты при знакомстве или при встрече целуешь другого человека, мужчину или женщину. Я помню, когда я познакомился с одним врачом, то она меня поцеловала при встрече. И для меня это было настолько странно, это был вообще первый такой опыт, я обомлел. Я просто обомлел. Вот. В России мы, конечно, так не делаем. Сложно представить, чтобы мужчины при встрече поцеловались. Девушки, иногда. И когда я был студентом, то девушки-студентки часто целовали друг друга при встрече. Это нормально. Но мужчины обычно не целуются. Да, я не знаю, никогда не целуются. Единственное исключение — это я могу поцеловать маму, бабушку или дедушку. Это нормально. Но с незнакомым или даже со знакомым человеком я не буду целоваться, и вам это делать не рекомендую. Вторая вещь — это нужно обязательно снимать обувь при входе в дом или квартиру. Снимать кроссовки, снимать ботинки, любую обувь.
Это действует везде в России, это общее правило. Есть исключения. Исключения обычно для врачей или для грузчиков, например. Если грузчики вносят диван в вашу квартиру, они могут не снять обувь. Но это исключение. Нужно обязательно снимать обувь в квартире или в доме. Вам могут предложить тапочки или могут не предложить тапочки. Я, например, всегда хожу дома в носках, если холодно, или босиком, как, например, сейчас. Вот, поэтому обязательно снимайте обувь, заходя в дом или в квартиру. Третья вещь — это уступать место в транспорте другим людям. Обычно в транспорте, в метро, не знаю, в автобусе, в трамвае, в электричке, обычно там есть специальные места для инвалидов, для пожилых людей, для людей с детьми или для беременных женщин. Однако принято уступать любое другое место этой категории людей. То есть уступить место бабушке или беременной женщине, любое место, считается правилом хорошего тона. И в целом я рекомендую это делать. Опять же, ситуации бывают разные. И иногда люди не уступают место пожилой женщине или пожилому мужчине, да, бабушке или дедушке. Иногда не уступают, просто сидят и все. И в этом случае бабушка может просто стоять рядом, или бабушка может попросить вас уступить ей место. Иногда бывает, что другие пассажиры, которые стоят, попросят вас уступить место бабушке. Поэтому еще раз рекомендую уступать места пожилым людям, беременным женщинам. Если вы встретите беременного мужчину, то тоже уступите ему место. И пассажирам с детьми, конечно, и инвалидам. Здесь есть один дискуссионный момент. Когда я был школьником и студентом, меня и многих других людей всегда учили уступать место девушкам. Да, и во мне это уже внутри есть. Вот, уступать место девушке. Однако мир не стоит на месте, мир меняется, и феминизм тоже не стоит на месте. Поэтому сложный вопрос для некоторых девушек. Это может показаться каким-то странным или неприятным, если вы уступите, если мужчина уступит место девушке. Хотя для многих девушек это будет нормально. Поэтому тут я не могу дать какую-то однозначную рекомендацию. Поступайте так, как вы считаете нужным. Вот. Реакция от девушки может быть разная. Но раньше такое правило было, и в целом оно работало. Четвертая вещь — это нарушать общественное спокойствие. Да? Не нужно нарушать общественное спокойствие. То есть не нужно громко разговаривать или смеяться в публичных или в общественных местах. Я заметил, что во многих странах уровень шума, такой средний уровень шума, выше, чем в России. Я заметил это в Китае, я заметил это в Аргентине, наверное, в Сербии тоже, в каких-то других странах.
Но в России люди очень не любят, когда их пространство, личное пространство нарушают другие люди. Поэтому, например, в ресторане, если вы очень громко разговариваете, очень громко смеетесь, то это может быть неприлично, это может мешать другим людям. Вы это заметите, если посмотрите на других людей, как они реагируют. Если вы громко разговариваете, и люди смотрят на вас вот так, то, наверное, лучше понизить тон, да, говорить потише. Также это правило действует в общественном транспорте, особенно в поездах. В поезде, особенно вечером или ночью, вообще не принято разговаривать, если только очень-очень тихо. Ночью в поезде пассажиры спят, и они очень не любят, когда кто-то громко разговаривает. Это же верно и для музыки. Я не рекомендую слушать музыку или слушать голосовые сообщения или смотреть видео, в транспорте или где-то в публичных местах без наушников. Это может мешать другим людям. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуации бывают, конечно, разные. И, громко говорить можно по-разному. Но просто посмотрите на других людей, как они разговаривают, насколько громко они разговаривают, как другие люди себя ведут, и попытайтесь адаптироваться, принять новые правила игры, если в вашей стране, в вашей культуре все работает по-другому. Пятая вещь тоже достаточно дискуссионная, не такая простая. Кто платит за обед в кафе, или за обед в ресторане, или за такси? Если друзья, компания друзей пошла в бар или в ресторан или еще куда-то, то здесь все по договоренности. Люди могут заплатить поровну за весь чек, люди могут заплатить каждый сам за себя, и, наверное, это самая распространенная практика. Но иногда бывает, что один платит за всех, в другой раз другой человек платит за всех. То есть здесь может быть по-разному. Однако, если вы идете на свидание с девушкой, то обычно предполагается или подразумевается, что мужчина будет платить за девушку. Например, заплатить за обед или ужин в ресторане. Может быть, заплатить за такси. Да? Если мужчина и девушка, мужчина и женщина вместе едут в такси, обычно мужчина платит. Билеты в кино, билеты в музей, обычно тоже мужчина платит. Опять же, это не всегда работает. Есть разные девушки. Для каких-то девушек это может быть неприемлемо, чтобы мужчина платил. Какие-то девушки хотят платить за себя сами, да? Тут сложно что-то точно сказать. Но я бы сказал, да, по моему мнению, все-таки в большинстве случаев предполагается, что именно мужчина будет платить за девушку. Что ж, на сегодня это все, друзья. Пожалуйста, напишите в комментариях, а в вашей стране кто платит на свидании за ужин? Платит мужчина, или, может быть, платит девушка, или они платят 50 на 50 поровну, или каждый платит за себя.
Как это происходит у вас в вашей стране? Оставьте комментарий под этим видео. И если хотите получать транскрипции, дополнительные материалы для моих видео, подкастов, практиковать говорение, изучать новые слова, то присоединяйтесь к membership программе. Ссылка внизу. Всего доброго. До встречи в следующем видео.